Доброе утро. I have been so blessed by being here with you. Я имел огромное благословение от того, что был здесь с вами. Your union president, Президент вашего униона, Vladimir Krupski, Владимир Крупский, he said that you were very lucky to have these gentlemen here with you. сказал вам уже, что вам очень повезло, что эти джентльмены к вам приехали. To have these scholars here with you. Что вот эти ученые приехали к вам. I want you to know that my fingers are hurting. Я хочу сказать, что у меня пальцы болят уже. That my index finger is wrinkled. А мой вот этот средний палец уже в морщинках. Because I have taken so many notes. Я постоянно записываю, веду конспекты. I have been a pastor for 33 years. Я уже пастор 33 года. This has been one of the best pastoral meetings that I have attended. И на самом деле вот эта пасторская конференция, наверное, лучшая в моей жизни за все годы моего служения. Да. What have we learned so far? Что мы с вами на данный момент уже знаем? It is all about Jesus. Мы знаем все об Иисусе. We went to the tomb of Мы Jesus учились об Иисусе. Мы зашли в Его гробницу this morning. сегодня утром. Yesterday I shared with you that I believe Вчера я вам говорил, что я верю, that the Seventh-day Adventist message is the most wonderful message in the entire world. что весть адвентистов седьмого дня – это самая замечательная весть во всем мире. That's because at the age of 18, Потому что в возрасте 18 лет I was in public university я учился в университете and I heard светском. this message И я услышал эту весть. and I fell in love with И я Jesus. влюбился в Иисуса. Are you in love with Jesus Вы today? любите Иисуса? Вы влюбились в Него сегодня? If there is anyone in a church Если кто-нибудь в церкви есть, who should be in love with Jesus, it should be the pastor. кто должен быть влюблен в Иисуса, если хотя бы один такой человек должен быть в церкви, то это должен быть пастор. If there is anyone in an administrative office, Если есть хоть один человек во всех офисах административных, he or she should be most in love with Jesus. то это должен быть человек, влюбленный в Иисуса больше всего. Can we talk about Jesus more this morning? Можем ли мы еще говорить об Иисусе сегодня? Remember, I've shared with you that this is not a seminar. Помните, я вам говорил вчера, что это не семинар. I have not come all these miles to share a seminar. Я, знаете, не для того проехал все эти длинные километры, чтобы здесь семинары вам читать. I have come to uplift Jesus Christ, the Son of the living God. Я приехал сюда, чтобы возвысить Иисуса Христа, Сына Бога Живого. Because my Bible says that when Jesus is lifted up, all men, all women, and all children will be drawn to Him. Потому что Библия говорит, моя Библия учит так, что когда Иисуса вознесут, все мужчины, женщины и дети будут привлечены к Нему. So I believe today that our world is experiencing a global Поэтому мы revolution. вчера говорили, что мир становится свидетелем глобальной революции. I believe today that there are millions of people who are longing for something more. Я уверен, что сегодня существуют миллионы людей, которые хотят чего-то большего. For the first time in human history, Впервые в истории человечества there is an unprecedented desire for global, political, economic, and social change. мы видим беспрецедентное стремление к глобальным политическим, экономическим и социальным изменениям. But as I shared with you yesterday, Но, как я вам говорил вчера, what the world needs today, миру сегодня нужно другое. what Russia needs today, Это то, что нужно и России сегодня. what the Seventh-day Adventist churches in Russia need Это today, то, что нужно сегодня церкви адвентистов седьмого дня в России. what you and I need today Это то, что нужно сегодня вам и мне. is not to experience a revolution, Это не революция, but rather to experience a но servolution. серволюция. We need to experience how Jesus did ministry when He was here.
мы должны с вами понять, как служил Иисус, чтобы мы повторяли это служение. Yesterday we talked about Ministry of Healing, page 143. Вчера мы с вами говорили о книге «Служение исцеления», 143 страница. Ellen White said that Christ's method alone will bring true success in reaching the people. Эллен Уайт там говорит о том, что только метод Христов приносит успех. Jesus mingled with men as one who desired their good. Иисус тесно общался с людьми, желая им добра. He sympathized with them. Он проявлял к ним сочувствие. He ministered to their needs. Он служил их нуждам. He won their confidence. Он завоевывал их доверие. And then he bade them follow me. И тогда он говорил им: следуйте за мной. So when I began my ministry in Newfoundland, Canada, Поэтому, когда я начинал свое служение на острове Ньюфаундленд в Канаде, in one of the least of the tribes of Canada, в одном из, как говорится, наименьших племен канадских, I was 23 years old. мне было 23 года. And I actually was foolish enough and naive enough Я был достаточно глуп и достаточно наивен, to believe that Jesus is just as powerful today as he was 2,000 years ago. Я почему-то верил, что Иисус сегодня обладает той же силой, которой Он обладал и 2000 лет тому назад. I went to a little tiny church in Marystown. Я отправился служителем в маленькую церковь в городе, который называется Мэристаун, или город Святой Марии. There were 30 people attending. У меня в церкви было 30 человек на богослужениях. My grandfather used to call the church the United Church Woodshed. Woodshed? Yes. Мой дедушка называл эту церковь «Объединенная церковь всех лесных сараев». Let me explain. Или деревянных сараев. Объяснюсь. The United Church was on the main road. Знаете, есть такая церковь, называется Объединенная церковь. Это большая деноминация. That is the United Church of Canada, another denomination. Это другая деноминация, называется Объединенная церковь Канады. They had a beautiful church on the main road. У них была огромная, красивая церковь на главной дороге города. On the back of their church, И вот сзади их церкви there was a little tiny, dilapidated old building. там было такое маленькое, старое, покосившееся уже с облупленной краской здание. It might have been 1/4 of the size of this room. Может быть, это здание было в четверть размера вот этой палатки. It did not have any washrooms. Там не было туалетов, очевидно. And when I stood in the pulpit to preach, И когда я стоял там, выходил за кафедру проповедовать, I noticed from my view of looking at the pulpit и я видел с кафедры, that it was cracked right down the middle. что вся церковь, трещина шла по всей церкви, прямо посередине. And nailed together with lumber. И вот эту трещину люди забили, поставили доски и гвоздями забили доску поперек трещины. It was a little tiny poor church. Это была реальная, крошечная, маленькая, нищая церковь. But I believed that God was going to act. Но я верил, что Бог будет действовать. And even though people did not come to the evangelistic И meetings, хотя люди не откликнулись на призыв прийти на евангельскую программу, we began to follow Christ's method alone. мы стали действовать методом Христовым. And that little church began to grow. И эта маленькая церковь начала расти. And so the principles that we are going to share with you, И принципы, которые я сейчас с вами, которыми я хочу с вами поделиться сейчас, these are principles of the Bible. это принципы Библии, These are principles of the spirit of prophecy. это принципы духа пророчества. That when you believe in them, И когда вы верите в них, when you believe in a big God, когда вы верите в большого Бога, a powerful God, когда вы верите в Бога, у которого есть сила, a God who does not fail, когда вы верите в Бога, который никогда не ошибается, when you are foolish enough, когда вы достаточно глупы, naive enough наивны, to believe that God can and will act today, He will. потому что вы с детской верой верите в то, что Бог может и сегодня действовать так, как действовал тогда, вы победите. Let me tell you another story.
Я расскажу вам еще одну историю. I'm telling you these stories so that you understand that I began in little tiny poor churches with no resources. Я рассказываю вам эту историю для того, чтобы вы все-таки поняли, что я начинал это служение в маленьких, крошечных, нищих церквях, у которых не было никаких ресурсов. I was 27 years of age. Мне уже было 27 лет. I had just moved to a new district. Переехал я в новый квартал. Again, about 30 members. Опять там новая церковь, 30 человек. About 5 men in the church. 5 мужчин из всех этих людей. 2 of them could not read or write. 2 из этих мужчин не умели ни читать, ни писать. When I got there, the church was so low in its morale. Когда я приехал в церкви, моральный дух был очень низким. There were no elders. Никаких пресвитеров, естественно, там не было. There were no deacons. Никаких диаконов не было. The church felt that it could do nothing. Церковь была убеждена в том, что она ничего не может сделать. I said, you do not have a lawn, grass on the front of the church. Я им говорю, слушайте, братья, у нас же нет с вами газона перед церковью. Let's have a work bee. Давайте немножко поработаем. Let's put the lawn in on the church. Давайте станем рабочими пчелками и уложим газон перед церковью. On Sunday morning, I invite you to come. Let's put the grass in. Приглашаю вас, братья, в воскресенье утром. Давайте откликнемся, придем и уложим газон. On Sunday morning, I came to the church for the work bee. В воскресенье утро я, естественно, появился в церкви поработать. That was it. И все. I was the only one. Я был единственный, кто откликнулся на мой же призыв. The lawn was going to be as big as this building. А газон должен был быть вот такого размера, как вот это наш шатер. I was young and foolish and naive to believe. А я был, видите, слишком молод, слишком глуп и слишком наивен, чтобы поверить, So I began laying the grass, the что работу lawn, это нужно делать. Поэтому я начал укладывать газон. by myself. Один, сам. About a half an hour later, Через полчаса one of the older ladies in the church drove by in her car. мимо проезжала одна бабушка из церкви в своей машине. Pastor, what are you doing? Она остановилась, глаза квадратные. Пастор, вы чем занимаетесь? I said, I am here for the work bee. Я говорю, ну я же объявлял, что нужно прийти поработать, работаю. She said, but there's no one else here. Она говорит, ну ведь никто не работает, кроме вас. I said, so? Я говорю, и? I am here for the work bee. Я же пригласил всех работать, вот работаю. She drove away. Она уехала. Do you know what she did? Знаете, что она сделала? Telephone. Есть телефоны, да, в этом мире. She began to phone all the people in the church. Она начала звонить членам церкви. She said, the pastor's out there by Она говорит, himself. братья, сестры, что происходит? Пастор один работает. He needs help. Ему нужно помочь. Within 20 minutes, Через 20 минут one of the men came. один из братьев приехал. He brought 2 of his big strapping sons, strong. Привез с собой 2 здоровых крепких сыновей. Soon the 2 men who couldn't read came. Скоро пришли те 2 брата, которые не умели ни читать, ни писать. We began to lay the lawn Мы together. продолжали укладывать газон все вместе. I hadn't planned for any lunch, Я не планировал обеда, but at 12 o'clock, но в 12 часов 2 carloads of ladies came. приезжают 2 машины, наполненные едой, и 2 сестры за рулем. They brought sandwiches and juice. Они привезли нам и сэндвичи, и сок. We had lunch, У нас был обед, and we finished laying the sods. и мы закончили этот газон. I was foolish enough and naive enough to believe. Я был, еще раз повторяю, достаточно глуп и The достаточно question наивен, is, чтобы are верить в you? это. Вопрос. Do you believe in the power of Jesus Christ, the Son of the living God? Верите ли вы Or в силу Иисуса Христа, Сына Бога Живого? Or do you just look at what's around you and say, Или вы просто смотрите вокруг себя и говорите, we do not have enough у resources. нас недостаточно ресурсов. We are only limited Мы ограничены
только by our faith in нашей God. верой в Бога. We are only limited by our vision Мы ограничены только нашим видением of God. Бога. I'm not even into our seminar yet. Я даже еще не начал семинар. I have to tell you another story. Должен рассказать вам еще одну историю. It's not about my experience. Это уже не мой опыт. It's about an experience of a 65-year-old pastor in British Columbia. Это опыт одного 65-летнего пастора в провинции Британская Колумбия. He heard about some of these innovative ministries that we were doing at our church. Он услышал о тех инновационных служениях, которые мы в своей церкви выполняем, совершаем. He did not have any ministerial training. У него не было никакой подготовки пасторской, образования пасторского. No theological degree. У него не было никакой богословской степени. He was a handyman. Он был просто человек, у которого были руки из того места, из нужного места. A mechanic. Он был механик. Somehow he was pastoring a church. Каким-то образом он стал пастором церкви. Because I believe he loves Jesus. Потому что я верю, что он любит Иисуса. He said, "Can I do what you do?" И он мне говорит: я могу делать то, что вы делаете? I said, "Yes, Я you говорю: ну, can." конечно, вы можете. He had 15 people attending his church. В его церковь ходило 15 человек. Is that a small church or a big church? Это маленькая церковь или большая церковь? Small. Да, маленькая. He began to fix cars И он начал ремонтировать автомобили. in his driveway. У себя же дома, в гараже своем. A gravel driveway. У него там такая площадка была, покрытая галькой, гравием. Sometimes in the rain, И иногда был дождь, sometimes in the cold. иногда было холодно. He began to fix Но он продолжал трудиться. cars for needy families and Он single moms. ремонтировал машины для семей, которые были в нужде, для одиноких мамочек. He had heard about our extreme home repair. Он слышал о нашей программе «Экстремальный ремонт домов». He said, "We can't do that in a small church." И говорит: да, мы, наверное, это не потянем в своей маленькой церкви. But he said, "We found a lady in our community. Но, говорит, мы нашли одну женщину у нас в городе. Her wood stove wasn't working. Ее печка дровяная не работала. A stove for burning wood to make heat." So they got her a new stove. И они ей приобрели и установили новую дровяную печку. And they installed this new stove. Установили ее. Within 1 year Через 1 год, of doing these acts of kindness делая вот эти дела милосердия, with no strings attached бескорыстно, and extreme generosity, без или ни с чем не сравнимой щедрости, this man came to me at camp meeting. этот человек встретился со мной на новой встрече. And because he is older Он уже стал старше, and not on computer, он не умеет пользоваться компьютером, he had a wallet. у него был с собой кошелек. Maybe some of you older folks will remember. Может быть, вы, люди постарше, помните такие кошельки. At least in North America, the wallets, По крайней мере, в Северной Америке мы помним, что это такое. they would have many plastic holders. Там было разные отделения в этом кошельке для всяких пластиковых штучек. To contain pictures, photos. Чтобы там можно было вставлять, знаете, такие пластиковые отделения, там фотографии вставляются. He came to me so excited. И вот он пришел с таким воодушевлением. He said, "Look at this." Да, то есть это был даже не кошелек, а такой маленький фотоальбомчик, да? И говорит: смотри. And all of the pictures were hanging there in the plastic like this. И он положил этот открытый пластиковый альбом, значит, фото, и все фотографии показывает. He showed me all the photos of the new people in his church. Он показал мне фотографии всех новых людей в своей церкви. Within 1 year, В течение года 15 more people. еще 15 человек к нему добавились в церкви. Now his church was 30. It had doubled in 1 year. Его церковь удвоилась в размере за 1 год. Praise God. Это Богу.
But the story's not over. Подождите, еще история не закончилась. Then he said to me, Потом он мне говорит, I was fixing cars in my driveway, я у себя в гараже и на площадке ремонтирую машины. and a man came up to me with an envelope. И ко мне подошел человек с конвертом. Not a Seventh-day Adventist. Вообще не адвентист. From the organization called the United Way. Он из организации, которая называется United Way, или Объединенный путь. Nothing to do with Adventists. Ничего общего не имеет с адвентистами. He said, you and your church are doing so much good in the community. И он говорит мне, вы и ваша церковь делаете столько добра в нашем городе. Here is a check for $10,000 Это вам чек на $10 000, to continue to do more. чтобы вы продолжали этот труд. Do we need to have resources? Нужны нам ресурсы или нет, в конце концов? No. When Moses and the children of Israel left Egypt, Когда Моисей и дети Израиля ушли из Египта, they had been slaves for 400 years. они были рабами, заметьте, рабами 400 лет. While they were slaves, did they have resources? Как вам кажется, когда они были рабами, у них было много ресурсов? No. Их не было. But when God brought them out of Egypt, Но когда Бог выводил их из Египта, God provided the resources. Бог предоставил им ресурсы, да? And the Egyptians gave them all kinds of Египтяне resources. отдали им все ресурсы. And when Jesus was here and he came to this earth, did he have any Когда resources? Иисус был на этой земле, у него были ресурсы. How many members were in Jesus' church when he started his ministry? Сколько человек было в церкви Иисуса, когда он начал свое служение? How many people were going to help him when he began his ministry? Сколько людей собирались ему помогать, когда он начал свое служение? As I understand my Bible, he came alone. Если я правильно читал свою Библию, то пришел он один. And then he walked the streets and he said, fishermen, come follow А потом me. он шел по улицам и говорил, о, рыбак, иди за мной. And then he said, tax collector, come Потом он follow шел дальше и me. говорил, сборщик налогов, давай со мной. And soon he had 12 in his church. И очень скоро в его церкви было 12 человек. And soon he had 200 in his church. А потом 200 человек. And soon he had 500 in his Затем church. 500 человек. And now today, А сегодня in our denomination, we В have over нашей- 20 million people в нашей in his деноминации church. больше 20 миллионов человек. And what about when Jesus was on the mountainside? А как вам кажется, что было, когда Иисус был на горе? He fed nearly 20,000 people. Помните, там на плато горном он накормил 5000 человек. Did he have any resources? У него были ресурсы? They had 5 barley loaves and 2 У fish. них было 5 ячменных лепешек и 2 рыбки, или наоборот. When the pastoral disciples looked at the 5 barley loaves and the 2 fish, they said, we don't have any resources. Когда его ученики сказали, Господи, ну вот тут есть мальчик, у него там что-то есть, но что это такое для этого множества? It is not enough. Этого мало. It's impossible. Невозможно накормить. But my Bible says, Но в моей Библии написано, with God, all things are possible. написано так, Богу все возможно. Do you believe this morning? Вы верите в это сегодня? Do you believe this morning? Вы верите в это сегодня? Amen. Аминь. Every Seventh-day Adventist should believe in the power of God Каждый today. адвентист седьмого дня должен верить в силу Бога. So we've talked about servolution Поэтому мы говорили о серволюции, and serving with no strings attached. что это бескорыстное служение. We've talked about servolution as serving with extreme Мы generosity. говорили о том, что серволюция – это служение, исполненное щедростью. This morning we want to talk about servolution as expanding the kingdom of God and not just the church. А сегодня мы поговорим о том, что серволюция – это расширение Царства Божьего, а не только Церкви. This is another revolutionary principle from Это the Bible. еще один революционный принцип из Библии. Every time you and I pray the Lord's Prayer, Каждый раз, когда мы молимся молитвой нашего Господа, we better be extremely careful мы должны быть очень аккуратны, because потому что here's what it says. вот что здесь написано. Matthew 6 verses 9 and Матфея 10. 6, 9, 10. Notice what it says. Обратите внимание на то, что здесь написано. Our Father which art in heaven, Отче наш, сущий на небесах,
hallowed be thy name. Да святится имя Твое. Then it says, А затем, thy kingdom come. да придет царствие Твое. Thy will be done Да будет воля Твоя in earth на земле, as it is in heaven. как и на небе. Do you understand that when you pray the Lord's Prayer, you are giving God permission to use your life to bring the kingdom to this earth? Вы понимаете, что когда вы молитесь молитвой Господней, вы даете Богу разрешение использовать вашу жизнь для того, чтобы установить Его царство на этой земле. Do not pray the Lord's Prayer again Не молитесь больше этой молитвой, unless you are willing to allow the Lord если вы не хотите и не готовы позволять Господу to use your mouth, использовать ваш рот, your hands, ваши руки, your feet, ваши ноги, your life вашу жизнь to bring His kingdom down для to this установления Его world. царства в этом мире. The disciples came to Jesus. И ученики подошли к Иисусу. They could have asked Him to teach them Они to do anything. могли попросить Его научить их делать что угодно. They could have asked Jesus to teach them to raise the dead Они могли попросить Иисуса научить их, допустим, воскрешать мертвых or to heal the sick. или исцелять болящих. But instead they asked Вместо этого Jesus они попросили Иисуса to teach them how to pray. научить их молиться. What would happen if all of our churches were praying churches? Что бы случилось, если бы наши церкви стали молящимися церквями? What would happen if our people Что бы случилось, если бы наши люди saw an extraordinary link between our prayer life and the power of God? эту чрезвычайную связь между Его необычайной молитвенной жизнью и Его силой? I stumbled upon this in my ministry. Знаете, я вот на этом приткнулся в своем служении. Matthew 6 says that we can be kingdom bringers. Видите, здесь написано в этой молитве, что мы должны, наша задача в том, чтобы приносить Царство Божие на землю. Thy kingdom come. Да будет Царствие The Твое. next slide. Thy kingdom come. Thy will be done. Да, когда мы молимся, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. This short phrase redirects our hearts to the rule and reign of God. Эта фраза переворачивает все, что мы когда-либо считали нормальным, и направляет наши сердца к принципам и правлению нашего Бога. Ultimately, the Lord's Prayer reveals more how to live than how to pray. По большому счету, эта молитва открывает нам то, как нам следует жить, а не то, как нам следует молиться. And so we began praying in our church. И вот мы начали молиться в нашей церкви. We began reading the Bible in our church. Мы начали читать Библию. We challenged our members to read through the entire Bible in 6 months. Мы стали обращаться к нашим членам церкви. Давайте прочитаем всю Библию за 6 месяцев. We did it together in preparation for what God was going to do. Мы делали это вместе, готовясь к тому, что Бог собирается исполнить в нашей жизни. During the week, they would read the book of Genesis. В течение недели они читали Бытие. And on Wednesday evening, I said, you come to the В church среду вечером я говорю, давайте приходите в церковь for prayer meeting. на молитвенную встречу. And you can ask me any question you want about the book of Genesis. И вы можете прийти в церковь и задать мне любые вопросы, какие захотите по книге Бытие. Oh, I had to read Genesis and study Genesis to be Мне пришлось prepared. здорово читать и изучать книгу Бытие, прежде чем наступила эта встреча. 150 people would come to prayer meeting Пришли на молитвенную встречу 150 человек, because they wanted Bible answers. потому что они хотели получить ответы из Библии. We began then to develop acts of kindness ministries. И тогда мы начали развивать служение дела милосердия. About a dozen of these ministries, as we mentioned И yesterday. как я уже вчера говорил, там около 12 служений. And we began to pray to God И мы начали молиться Богу, to show us the way. чтобы Он показал нам путь. It's not working.
You're going to have to jump ahead for him 2 or 3 slides. The remote is having a problem. Да, здесь немножко проблема с управлением, но ничего. But we will keep going. Но мы продолжим. We began to wonder about the Lord's Prayer. Мы начали думать о том, что такое молитва Господня. Now I'm going to share something with you that may blow your mind. Сейчас я вам скажу что-то, что взорвет ваш мозг. But it is what we did. Но это то, что мы сделали. You don't have to do it. Вы не должны это делать, не обязаны. You may choose to do it. Вы можете это сделать. I preached a series of sermons on the parables of Jesus. Я проповедовал тогда целую серию проповедей по притчам Иисуса. In connection with the Lord's Prayer. В связи с молитвой Господней. And we invited people Мы пригласили людей to pray the Lord's Prayer every day and say, Thy kingdom come through me. и чтобы они молились таким образом: Господи, да придет царствие Твое через меня сегодня. And then I preached a sermon on the parable of the talents. А затем я проповедовал на притчу о талантах. And I wanted to drive the message home to the people. Я хотел донести свою мысль до людей. And so I did something very peculiar. Я сделал что-то очень конкретное. I asked our church to give me Я попросил, чтобы церковь выдала мне 30 $100 bills. 30 купюр по $100. My church finance committee said, why? Мне казначей говорит: странная просьба, зачем? I said, because I want to give it away. Я говорю: я хочу их раздать. They said, are you crazy? Они говорят: ты с ума сошел. I said, it doesn't matter. Give Я me говорю: the это не money. важно, просто дайте мне деньги. They said, but we are so far behind in our church budget. Мне говорят: брат, ну давай уже включи мозги. Ты же видишь, бюджет не собираем вообще. Don't you know we need this money for the church? Ты не понимаешь, что нам нужны деньги для церкви? I said, I don't care. Give me the money. Я говорю: мне все равно, дайте деньги. They said, what are you going to do with it? Они говорят: что ты собираешься с ними делать? I said, we are going to give it away. Я говорю: да мы их раздадим просто. We were in this church, which is a large church, Эта церковь большая. $60,000 behind in church budget. И на тот момент у нас был дефицит бюджета в $60 тысяч. They gave me the money. Они все-таки отдали мне деньги. I preached the sermon of the parable of the talents. Я начал проповедовать вот эту притчу о талантах. At the end of the sermon, I said, I would like for you to understand the parable in today's world. В конце проповеди я говорю: братья и сестры, я бы хотел, чтобы вы поняли, как работает эта притча в современном мире. Are there 30 people who would like to come forward to receive this modern talent? Я говорю: есть у нас в церкви 30 желающих волонтеров, да, добровольцев, которые готовы выйти сюда и получить у нас то, что мы называем современными талантами. If you come forward to receive this talent, Если вы выйдете вперед, чтобы получить эти таланты, this $100 bill, а каждый талант это $100 бумажка, you will have 90 days то у вас затем будет 90 дней, to pray over this $100 чтобы bill, молиться об этих $100, to ask God to guide you to some family or organization anywhere in the world. потом попросить Бога, чтобы Он направил вас в какую-то семью или организацию To do an act of kindness for them. и оказать им дела милосердия. And you will have to multiply the money Но вам придется умножить эти деньги. like the faithful steward in the parable of the talents. Подобно тому, как это сделал добрый управитель в притче о талантах. Multiply it appropriately. Правильно их умножить. Bring it back to the church. Вернуть их в церковь. And within 90 days, give it away. И через 90 дней отдать их. I stood there with 30 $100 bills. И вот я стою там с этим веером из 30 $100 бумажек. The church members were like this. Члены церкви смотрят на меня, открыв глаза и рот.
They were in shock. Они были в шоке. Because usually you come to the church and you give money. Потому что обычно вы приходите в церковь, и вы там отдаете деньги. You don't come and receive Вы не money. приходите в церковь, чтобы забрать оттуда деньги. But this day they were going to receive Но в money. этот день они должны были получить деньги. 30 people came forward. Вышло 30 человек добровольцев. And they believed И они верили, that God was going to use them что Бог использует их, to bring the kingdom of God to this world. чтобы Царство Божие пришло на эту землю. You see, they said, we want to love God. Они сказали, мы хотим любить Бога, We want to love others мы хотим любить других, and serve the и world. мы хотим служить этому миру. They began to pray about this money, Они начали молиться об этих деньгах, this talent. этом таланте. They began to be led by God to 30 different projects Они стали молиться о том, чтобы Бог направил их, и чтобы они основали 30 разных проектов all around the world outside of our church. в мире вне нашей церкви. Amazing miracles happened. И начали происходить чудеса. Our church has never ever been the same. Наша церковь с тех пор больше никогда не была прежней. I'm going to show you a video clip Я покажу вам сейчас видеоклип about 25 young adults о 25 молодых людях in their Sabbath school class. в классе субботней школы. They sent someone forward to get a $100 bill. Они в своем классе посовещались и выслали мне одного добровольца, чтобы получить $100 бумажку. They began to pray over their $100 И bill. они стали реально молиться об этой банкноте. They searched for a family in need. Они стали искать семью, которая нуждается. They found a family in northern British Columbia, 1,000 miles away. Они нашли такую семью на севере провинции Британская Колумбия, в 1000 милях от нас. It was a young family with a little girl by the name of Emily. Это была семья, молодая семья, у них была маленькая девочка, дочка по имени Эмили. Emily was 2 years of age, Эмили было 2 года, but she had leukemia. и у нее была лейкемия. Her mom and dad had a financial struggle У now мамы и у папы, как очевидно, возникли финансовые затруднения. because they needed to come the 1,000 miles to Vancouver Потому что им нужно было приехать в Ванкувер за 1000 миль, to the children's hospital в детскую больницу, to be with her. чтобы там быть с ней. So they couldn't work regularly. Они не могли работать постоянно. They needed help. Им нужна была помощь. Our young adults said, what will we do? И наша молодежь сказала, как мы можем им помочь? What talent do we have? Какой талант есть у нас? Remember, we want to activate people according to the talents, passions, and abilities that they already have residing within them. А помните, что мы говорили вчера? Что мы хотим активировать наших членов церкви, чтобы они задействовали все свои умения, навыки, таланты, все, что в них уже есть. They said, we love to play soccer, football. Они говорят, мы любим в футбол играть. So they decided to play football for 24 hours straight. И они решили, что они устроят футбольный марафон. 24 часа будут играть в футбол. They decided to use the $100 to build a website. Они решили, что используют $100, чтобы сделать себе веб-сайт, To invite football players from all over the communities around us чтобы пригласить футболистов из всех городов вокруг нас, to come and play football for Emily. чтобы они поиграли в футбол для Эмили. Really, they were playing football for Jesus. В футбол-то они играли для Иисуса на самом деле. They had all of the football players ask people in the community И все эти футболисты стали задавать вопросы людям в городах своих. to sponsor them $5 an hour. Пусть каждый им за каждый час, проведенный на футбольном поле, пожертвует $5 $10 an hour, или $10 в час. whatever amount. Любую сумму, которую люди захотят пожертвовать. And they played football in the cold Они играли в футбол. Было очень холодно. and the rain Был дождь.
for 24 hours straight. 24 часа лил дождь. I was there and watched them. Я был там, я смотрел на них. Some of my children were playing. Некоторые из моих детей там играли. The news media got a hold of this story. Приехали новостные агентства, стали снимать это все. Целые истории вышли по телевидению. And all across Canada, По всей Канаде это освещали. they told about this church that cares for people. О церкви, которая любит людей. And amazing things happened with these young adults. И с этими людьми произошли удивительные вещи. Amazing things happened in our church Удивительные вещи произошли в нашей церкви and our community. и в нашем городе. We're going to show you the video. Покажем вам сейчас видео. For the sake of time, we may jump ahead a little bit. Ради того, чтобы сэкономить время, мы, может быть, немножко будем там But I want you to see. сокращать это все. I want you to see with your own eyes Но я хочу, чтобы вы своими глазами увидели, what happened. что произошло. Let's take a look. Давайте. The message of the gospel of the Lord Jesus Christ. The message of the gospel of the Lord Jesus Christ is to pray to God and ask Him. Весть Иисуса в том, чтобы помолиться, чтобы Его Царство сошло прямо сейчас. Мы должны признать, что все деньги – это Божьи деньги. Мы должны использовать их, чтобы расширить Его Царство. Мы должны вернуть через 90 дней эти таланты. Это реальная запись вот этого служения. Все, что у нас есть, это дар от Бога. Какое ваше задание по продвижению Царства? I believe Это люди, которые вышли. Это молодые и старые. Я верю, что все мы можем привести и установить Царство Божие на земле так, как и на небе. Into $50,000 or more in just 90 days. Мы решили, что через 90 дней мы должны увеличить эти $3,000 до $15,000. Nurses and businessmen to do something significant. Мы хотим использовать эти деньги, чтобы обратиться к бизнесменам, учителям, другим людям, чтобы они развили это служение, сделали что-то очень важное для Бога. To realize that God is calling everyone who is a disciple of Jesus to Мы хотим понять, что Бог призывает каждого человека, который называет себя учеником Иисуса. We shared the story of the parable of the talents in Matthew 25. Мы рассказали историю о талантах Матфея. And after that sermon, we handed out 30 $100 bills, looking for 30 individuals to come forward to pray over their $100 bill, to multiply it, and to do an act of kindness. И мы, после проповеди я пригласил выйти 30 добровольцев, и они получили каждый по $100 банкноте, и мы решили молиться о том, чтобы они могли использовать эти банкноты для служения и расширить Царство Божие. Это, кстати, речь идет о канадских долларах. The following week, we challenged 50 individuals in our congregation to sell a treasure that was valued at $100 or more and to bring it back into the church to go towards a community service project. Then on the third week of Kingdom Assignment, we challenged 120 individuals to dedicate 90 minutes of their time during the next 90 days to do an act of kindness for someone less fortunate than themselves. And finally, during the fourth sermon in September, we challenged 100 people to pray for 5 folks in their circle И of 100 людей должны были молиться о том, чтобы эти 30 проектов состоялись. It's incredible to see how ordinary people have been able to make a difference in the world around them through accepting the Kingdom Assignment Challenge. Называется Kick Cancer for Emily. Пни рак ради Эмили. Ну, здесь игра слов, потому что kick — это футбольный тоже ударь мяч. Это вот уже новостная история. It's a foul day for a game of soccer. Это очень плохой день для футбола. Но этим игрокам все равно. Они решили играть 24 часа, хотите верьте, хотите нет. Мы уже начали с 10 утра.
И нам не Their важно, идет inspiration дождь is или a нет. 2.5-year-old girl Мы named хотим, чтобы Emily вот from эта Quesnell, девочка, who was diagnosed with leukemia in двухлетняя June. Эмили, могла The little бороться girl is с in Vancouver диагнозом with her family, лейкемия. receiving chemotherapy at Children's Hospital. The hope is to raise Семья at не least имеет денег, чтобы $15,000 to help her отправить ее в family with больницу и travel быть с and ней living там. expenses. We have had an amazing response from the community. Мы Amazing. I получили would удивительный say отклик от more than общества. half of our players are just from communities all over. Большинство из наших футболистов Langley, из нашего Abbotsford, города и Maple других Ridge, городов. just everywhere. It's fabulous. Они приехали с разных There is only концов one провинции, это that удивительно. really matters to each of us who participated in the journey. And that is that we might hear those words of Jesus. Well done, thou good and Все это мы faithful делаем для того, servant. чтобы услышать слова Enter Иисуса. into Хорошо, the добрый, joy верный раб, войди of в радость Господина твоего. Again, Еще раз. I did not know what was going to happen. Я не знал, что произойдет. It could have been a total failure. Все, что я задумал, могло быть, в конце концов, просто ошибкой. The older I get, Чем старше я становлюсь, the more faith I wish I had. то тем больше мне хотелось бы иметь веры. The older I get, Чем старше я становлюсь, the more foolish and naive I wish I would be. то я хочу становиться все более глупым и наивным, To simply believe in Jesus. чтобы просто верить в Иисуса And to let Him do what He wants и to do. позволить Ему делать то, что Он хочет делать. Because in Matthew chapter 16 and verse 18, Jesus says, Потому что в Матфея 16:18 Он сказал, listen to this because it is another послушайте, secret. это еще один секрет, It's our third secret. наш третий секрет уже. Pastor, you don't have to build the church of Jesus. Пастор, тебе не нужно строить церковь Иисуса. All you have to do is believe in Jesus. Все, что тебе нужно делать, просто верить в Иисуса. Walk with Jesus. Ходить, жить с Иисусом. Be faithful to Jesus. Быть верным Иисусу. And love Jesus with И all your любить heart. Иисуса всей своей жизнью. Because Jesus says in Matthew 16 and verse Потому что 18, там, Матфея 16:18, Иисус сказал. do you know what He says? Знаете, что Он сказал? He says, I сказал, will «Я build my church. Создам церковь мою. And the gates of hell И will врата not ада prevail не against it. одолеют ее. He will build His Он church. построит эту церковь. He is looking for pastors and Он administrators Ищет пасторов и администраторов. and church members who И believe, членов церкви, которые верят. who have faith, Кто имеют веру. and who are willing to do foolish things. Которые готовы делать всякие глупости. Not only the foolishness of preaching, Не только, так сказать, в юродстве проповеди обращаться. but the foolishness of serving Но и через юродство своего служения обращаться к with Нему. no strings attached, Бескорыстно. with extreme generosity, С непонятной, ни с чем не сравнимой щедростью. not just to grow the church, Не просто выращивать церковь, but to grow the kingdom of но God выращивать Царство Божие. wherever a Seventh-day Adventist Где church бы is. только не была церковь адвентистов седьмого дня. You see, if there's a Seventh-day Adventist church in a community, Понимаете, если есть в каком-то городе церковь адвентистов седьмого дня, the community should know it. то общество должно знать об этом. The community should love that Общество Seventh-day должно Adventist church любить эту церковь, because it is not a cult. потому что это не секта It какая-то. is a caring church. Это любящая, заботящаяся церковь. Do you want to know what happened with Kingdom Assignment? Вы хотите знать, что произошло с этим проектом? At the end of the 90 days, Через 90 дней you saw the story about the young adults. вы уже видели эту историю про вот этих футболистов. They played football. Они играли в футбол. They had $100. У них было $100. It doesn't matter if you start with 100 ruples На or самом деле 20 совершенно не ruples. важно, пусть у вас будет 100 рублей, даже 20 рублей. Jesus doesn't care what the amount is. Иисусу на самом деле все равно, какую бумажку вы перед Ним. He cares about the Поднимаете. amount of faith. Ему важно, сколько веры у вас есть. So believe it or not, Верьте или нет. those football players played for 24 hours. Эти футболисты играли 24 часа. And they raised over $25,000 for Emily. И они собрали для этой девочки более $25 тысяч. Others who took the $100 bill Другие, которые взяли эти $100,
One lady cooked an East Indian meal. Одна женщина просто готовила индийскую пищу. She said, I want my $100 to help women in a women's shelter. Она говорит, я хочу, чтобы мои $100 помогли женщинам, которые находятся в доме для женщин. She made the meal and people came. Она готовила пищу, люди приходили и ели. They gave a donation. А другие люди приходили и просто давали пожертвования. She raised $2,500 for the women's shelter. Она собрала $2500 для вот этого женского приюта. A teacher took a $100 bill. Один учитель взял $100 бумажку. She was a teacher in music. Она была учительницей музыки. She got her students to play music. Она собрала своих учеников, и они стали играть. People came and gave donations. Люди приходили и жертвовали. They raised over $2,000 for musical instruments. Они собрали около $2000 благодаря своим музыкальным инструментам. For inner city poor children. И собрали эти деньги для того, чтобы помочь детям бездомным в городе. So that they could have a music program. Чтобы у детей была музыкальная программа. We gave away in church on that last Sabbath. Мы отдали деньги в церковь в ту субботу. The $3,000. $3000. The $3,100 bills. 30 $100 купюр. Was multiplied by the church members. Но церковь, члены церкви умножили эти And деньги. in 90 days, И через 90 дней it multiplied to $90,000. мы получили $90 000. And these projects went all over the world. Все эти проекты по всему миру разошлись. In Brazil, В Бразилии to missionaries who were flying planes. миссионеры, которые летают там на самолетах, To the Ukraine. до Украины, All over the world. по всему миру. But now we had a problem. Теперь у нас появилась проблема. It was December 9. 9 декабря. The finance committee was very worried. Наш финансовый комитет очень озабочен, как вы They понимаете. said, Pastor, we were $60,000 behind in our church budget. Они мне говорят, пастор, у нас, как вы помните, дефицит бюджета $60 000. And you just had the members give away $3,000. А сейчас наши члены церкви еще 3000 раздали. No, Pastor, not $3,000. Нет, пастор, не 3000. You just had the members give away $90,000. Фактически наши члены церкви раздали $90 000. We are worried Мы очень обеспокоены. about the church budget. Мы беспокоимся о бюджете нашей церкви. December 31. 31 декабря. What do you think happened? Что случилось, на ваш взгляд? We exceeded the church budget Мы вышли в профицит в бюджете. because God never fails. Потому что Бог никогда не подводит нас. In North America, we always say, Amen. В Северной Америке мы обычно говорим «Аминь». Amen. Amen. We are only limited by our Мы faith ограничены только своей верой and by our vision. и только своим видением. We have just a few minutes left У here нас еще несколько минут in our first остается session. нашей первой сессии. I want to take you to the fourth principle. Я бы хотел, чтобы мы с вами четвертый принцип сейчас рассмотрели. Четвертый принцип серволюции. First of all, a servolution is about serving with no strings attached. Помните, первая серволюция – это бескорыстное служение. Let me give you an example. Пример. In my Bible, it says that Jesus healed 10 lepers. В Библии написано, что Иисус исцелил 10 прокаженных. He healed them all. Всех исцелил. Only one came back to say Один thank вернулся you. только. Probably only one Сказать спасибо. was impacted spiritually and wanted to be closer to Jesus. Вероятнее всего, только один из этих 10 получил духовное исцеление. So we И вернулся just к Иисусу. we serve the masses like Jesus did with no Мы strings attached. служим массам народа, как Иисус, бескорыстно. When we can, we serve with extreme generosity, Далее, мы служим с щедростью. just like Jesus did for you and me in Так как dying это on the делал cross. Иисус для вас и для меня. We also serve not just being concerned about growing the church, Мы также служим, потому что мы озабочены тем, чтобы цифры в церкви улучшить. yes, we might think that that is important,
Да, мы можем думать, что это важно. And it is. Это действительно важно. But if we focus on growing the kingdom of God, Но если мы фокусируем внимание на расширении Царства Божия, he says, I will grow the church. Иисус говорит, не переживайте, я церковь буду взращивать. So again, this is counterintuitive. То есть это еще раз, да, контринтуитивные It's the принципы. opposite to the way we think. Они противоречат тому, как мы мыслим. The next principle is that a servolution reminds Четвертый us принцип, серволюция напоминает нам that people matter to God. о том, что каждый человек имеет значение для Бога. All people matter to God Все люди важны для Бога. everywhere. Везде. Everyone is a child of God. Каждый является Сыном Божьим. Sometimes as pastors we look out at our church. Иногда мы, пасторы, смотрим на нашу церковь, We look at the little tiny church with just a смотрим few на members. эти маленькие, крошечные церкви с небольшим количеством членов церкви. We say the members aren't helping us. И говорим, члены церкви не помогают пастору. They are poor. Они бедные, They have so many у problems. них столько проблем. Oh, please, conference, move me to another church. Пожалуйста, обращаемся к президенту конференции, переведите меня в другую церковь. Move me to a better church. В лучшую церковь. Move me to a bigger church. В большую церковь по Move me to размеру. a happy church. Какую-то счастливую церковь, что ли, в конце концов. But that's not what we should see when we Но look at our мы не members. это должны видеть, когда смотрим на членов нашей церкви. When we look at our members Когда мы through the смотрим eyes на of них Jesus, глазами Иисуса, when we look at them through the когда мы eyes of смотрим на них Jesus, глазами Иисуса, Jesus always looks at people with the eyes of а compassion. Иисус всегда смотрит на людей глазами полными сострадания. Jesus looks at us through the Иисус potential that we смотрит have. на нас, видя потенциал, который у нас есть. And every pastor of every И church, каждый пастор каждой церкви, he doesn't have a small church. у него нет маленькой He церкви, doesn't have a poor church. у него нет бедной церкви. You and I as pastors, Вы и я, как пасторы, when we look at our members, когда мы смотрим на наших членов, we are spiritual billionaires. мы должны понять, что мы духовные миллиардеры. Because in front of us is an army. Потому что перед нами сидит армия. And it may just look like a few. Может быть, кажется, что это малочисленная армия. But do you remember what Elijah said to his servant? Но помните, что сказал, это был Елисей своему your слуге? eyes. Открой глаза. And he saw a whole host of the И armies Бог of открыл ему heaven. глаза, и он увидел, что эту армию, которая их окружила, сирийцев, окружало огромное множество Божьих ангелов. All around them. Огромное множество. Luke 19 and verse 10. Лука 19 глава 10 стих. It says, for the Son of Man came to Написано, seek and to save the lost. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. You see, when we serve people, we need to let them know how infinitely valuable they are to God and us. Когда мы служим людям, мы должны донести до них, насколько они ценны Богу и нам. So, nearby our church, Рядом с нашей церковью there are many single moms. есть много одиноких мам. They struggle to survive month to month. Им довольно сложно выживать. And so, just like Dorcas did И так же, как это делала Серна, Тавифа in the book of Acts, в книге «Деяния апостолов», we decided that we wanted to feed these poor children. мы решили, что мы этих детей будем кормить. There are a handful of church members, У нас было не очень много членов церкви, maybe 6 or 7 at a time. 6-7, может быть, за один присест, за один раз. It has changed over the years Но мы их меняли, в течение лет мы их меняли. as to which people they are. Просто разные люди. Mostly seniors, В основном это были пожилые люди retired people. на пенсии. And every school day И каждый день, когда работала школа, for 18 в years, течение 18 лет, our church little group наша маленькая вот эта группа церковная, of retired seniors наших пенсионеров, has been feeding children
кормила детей in the public elementary school. в государственной школе. We have our own Начальной. academy. We had what? We have our own Adventist У school. нас есть своя собственная адвентистская школа. We take care of our children, Мы о них заботимся, о наших детях. but we take care of the children that belong to Jesus in the community as Но well. мы решили пойти и позаботиться о детях, которые принадлежат Иисусу, но пока не знают о нем. Because lost men and women and boys and girls matter to God. Потому что эти заблуждающиеся, погибающиеся мужчины, женщины и дети очень много значат для Иисуса. And if they matter to God, И они очень много значат для Бога. then they must matter to us. И если это так, то они должны иметь значение для нас. Let's take a look at this video clip. Давайте посмотрим вот этот Breakfast Club. видеоклип. Это клуб любителей завтраков. I think that breakfast is really, really important. We have wonderful sound technicians here. У нас звукоинженеры великолепные, кстати I говоря. think that breakfast is really, really important. Some kids don't have it at home. I got a pretty cool bunch this year. I do. I'm pretty blessed. Мне очень круто здесь работать, и я чувствую себя очень благословенным. What bone has a sense of humor? A funny bone. Good job. Go put your name in the bucket. Говорит, у тебя очень классное чувство юмора, теперь пойди найди коробочку с твоим именем, это твой завтрак. Oh, I think they like me. I won them over, I think. But you know what? You win anybody over when you feed them food. Всем нравится еда, говорит она, это очень круто, поэтому сейчас мы попробуем им всем доставить радость. Мы также их учим играть на гитаре. My name is Anastasia, Любим and их. I've taken part of Breakfast Club since this year. I like the Breakfast Club foods; they're really good. And I appreciate Это дети как раз получатели этой помощи, говорят, что им очень нравится эта программа. love Breakfast Club. О, я, говорит, люблю клуб любителей завтрака. I'm really glad that the kids get an opportunity to come here because it gives them that nutrition that they need in the morning so they can head off into the day. Single moms have a hard time making their money stretch. У нам-одиночек всегда есть проблема сделать так, чтобы в кошельке встретились деньги, знаете как. So we help them with giving their children breakfast Поэтому мы им помогаем тем, что кормим завтраками их детей, so they can start the day and learn well. чтобы они могли хорошо начать день, эти дети, и хорошо учиться. We've come to the end of our first presentation. Мы уже достигли конца нашего первого часа занятий.